Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Это вторая часть ролика «Рубль-доллар. Прогноз 2023 года на 20-25 лет». Часть первая. А это вторая часть ролика. Правильно воспринять эту вторую часть ролика, не посмотрев первую, будет достаточно сложно. Ссылка на первую часть этого ролика сейчас на экране и под роликом его описание. В этом ролике мы с вами продолжим построение наиболее вероятных сценариев движения доллара к рублю. Напомню, что второе предназначение долгосрочного прогноза – это прогноз границ, характера и динамики в среднесрочной перспективе. То есть это подготовка к среднесрочному прогнозу. Среднесрочный прогноз на пару лет мы будем с вами делать в следующем ролике. А сейчас в двух словах напомню полученные нами результаты в первом ролике. Мы обозначили два возможных варианта позиционирования первой большой зеленой волны. Менее вероятный в начале 60-х, вот этот максимум. Обозначили его бледной и зеленой единичкой. И более вероятный в середине, конце 80-х, вот здесь. Обозначили его более темной зеленой единичкой. Это задает нам возможность наличия как минимум двух вариантов макросценариев. Между собой, как мы увидим далее, они будут различаться в разных сценариях развития третьей, четвертой и пятой больших зеленых волн. Далее. Исходя из наиболее вероятного варианта максимума первой большой зеленой волны в конце 80-х, мы определили порядок временных и ценовых рамок большой зеленой третьей волны. Это вот эти вот зеленые линии ценовые, а это зеленые линии временных рамок большой третьей зеленой волны. Наиболее вероятный характер следующий за третьей волной четвертой волны мы определили как зигзаг. Мы определили, что наиболее вероятно, что третья большая зеленая волна пока не достроена. И сценарий ее формирования в определенных нами временных и ценовых макрорамок будет в большей степени определяться ее внутренней структурой, то есть достройкой синих, четвертой и пятых волн. Вот этот вот фрагмент. Потом мы определили наиболее вероятную структуру по Эллиоту большой третьей зеленой волны. Мы эту структуру обозначаем в трактовке Эллиота синими средними цифрами. Вот, двоечка, троечка и четверочка с пятерочкой. По структуре и размерам предполагаемых нами первой, второй и третьей синих волн мы определили характер и диапазоны временных и ценовых рамок четвертой и пятой внутренних синих волн. То есть по структуре первой, второй и третьей мы определили примерные размеры четвертой и пятой синих волн. Наиболее вероятный характер будущей четвертой синей волны мы определили как плоскую коррекцию. Менее вероятной мы сочли конфигурацию флага и посмотрели его возможную конфигурацию. Поскольку более вероятно мы сочли плоскую коррекцию в форме треугольника, мы построили его, самую короткую вариацию из трех волн А, Б и С. И вписали его в проектировку временных и ценовых границ. Помимо трехволновой конструкции АБЦ, в четвертой синей волне может возникать пятиволновая конструкция АБЦД, АБЦДЕ. Это так называемое растяжение четвертой волны. Это произойдет, если пятая синяя волна, вот это, не преодолеет максимума волны А, то есть вот этой, ну а может быть и выше поднимется, но не дойдет до проектировки Фибоначчи, то есть вот до сюда, 61%. Развернется и пойдет вниз. Я дострою этот вариант пунктирными синими линиями. То есть это будет выглядеть примерно вот так. Волна А
Ну, предположим, допустим, доходим до сюда. Тогда это возьмем, сделаем точечками. А волны будут у нас пунктирами. Значит, это у нас будет, допустим, до сюда примерно куда-нибудь. Вот так. Это будет волна Е. То есть это у нас будет волна D, это будет волна Е. Чтобы рисунок не зачернять, я буквы наносить на них не буду. И примерно вот так тогда будет выглядеть пятая волна. Плюс 10 лет. Это примерно куда-нибудь вот сюда. Это так называемое растяжение четвертой волны. Вот растянутый треугольник. Четвертой синей волны. Пятую синюю волну я также обозначил пунктирной линией. И в первом и втором случаях построения пятой синей волны, вот этой или вот этой, если она примерно будет находиться в проектируемой временной или ценовой зонах, или чуть выше, и в ее максимум будут получены надежные критерии ее устойчивого разворота вниз, то это будет означать, что начинается большая четвертая зеленая волна. Ну, как-то или вот сюда, или вот сюда. Мы уже определили, что она наиболее вероятно будет зигзагом. Оценивать рамки временных границ этого зигзага мы не будем, поскольку у нас еще пока нет точного понимания того, когда по времени более-менее конкретно будет сформирована вершина большой третьей зеленой волны. Но когда третья большая зеленая волна будет достроена, то техника определения временных границ четвертой большой зеленой волны такая же, какую мы с вами использовали в первой части ролика для определения масштаба временных границ синей четвертой волны. Это всегда можно глянуть. Но мы можем примерно оценить масштабы ценового диапазона зигзага четвертой большой зеленой волны. Сделаем это для короткой трехволновой конструкции. Вот для этой. Для пятиволновой четвертой синей волны будет, то есть вот для этой конструкции, будет примерно такая же техника. Предположим, что вот в этой точке, скажем, рублей 125, ну, примерно где-нибудь вот здесь, реализованы условия разворота пятой синей волны. Это означает, что вершина третьей зеленой волны, вот этой, сформирована. И начинается большая четвертая зеленая волна. Ранее я говорил, что уровни 50 и 80 рублей, помеченные на графике зелеными линиями, наиболее вероятные уровни поддержки для четвертой большой зеленой волны. Поэтому прогнозируемые контуры и ценовые границы зигзага мы можем нарисовать достаточно уверенно. Я буду рисовать зигзаг четвертой зеленой большой волны зеленым цветом. Это первая волна А. До первой поддержки 80 рублей. Примерно как-то вот так это будет. Меняем цвет. Дальше будет внутренняя коррекция волны B.
Ну, как-то вот так вот она примерно будет. То есть это коррекция волны А, вот этой. И завершающая волна С будет примерно вот такой вид иметь. До поддержки 50 рублей. Примерно вот в этой вот области. И я ее опустил немножко ниже вот этого уровня, скажем так. Здесь мы на этом концентрироваться не будем. И четко нужно понимать, что вот это все не точные границы. Это лишь схема того, как будет наиболее вероятно развиваться четвертая зеленая большая волна. Из района 50 рублей будет начинаться пятая зеленая большая волна. Как было показано чуть раньше, оценка ее минимальной вершины с наибольшей вероятностью будет находиться в пределах 120-125 рублей. То есть ее схематично можно изобразить примерно так. Тоже я схематично изображаю пятую зеленую волну. Ну, это будет примерно вот так выглядеть. Ну, можно изобразить ее, может быть, чуть потолще. И чуть потемнее. Вот примерно вот так. Вот такая конструкция с тремя вершинами. Раз, два, три. И двумя впадинами. Раз впадина, два впадина. Называется в классическом техническом анализе голова в плечи. Центральная часть называется головой. Вот это. А левая и правая более низкие вершины. Вот это и вот это. Называются плечами. Линии, соединяющие минимумы плеч, называется шеей. Вот так вот я ее обозначу. Пунктирной линии. Это очень сильная разворотная фигура. Наиболее сильной разворотной фигурой голова-плечи является такая конструкция, у которой линия шеи восходящая. У меня на рисунке показано немножко по-другому, но для того, чтобы ее показать, как будет выглядеть восходящая, я чуть-чуть приподниму минимум отката четвертой волны. То есть та конструкция, которая была нарисована перед этим, чуть менее сильная, а конструкция, в которой линия шеи восходящая, является более сильной. Подтверждением разворота тенденции по фигуре голова-плечи является разворот вниз из крайнего правого плеча, вот отсюда, и пробой вниз линии шеи, вот этой вот. Вот так прольем. Этот пробой из такой конфигурации будет означать, что очень велика вероятность пройти вниз от вершины плеча, вот отсюда, расстояние равное или в 1,5 раза большее, чем расстояние от головы до шеи. То есть вот отсюда и до сюда. Сейчас мы отложим это расстояние. Вот оно. От головы. Черт. Отложим вот это расстояние от головы до шеи. Я отложу эту линию красным цветом. Примерно так она будет
выглядеть. И увеличу ее примерно в 1,5 раза. Ну, примерно вот так вот она как-то будет выглядеть. Увеличенная в 1,5 раза. Ну, где-то может до сюда. То есть я эту строю не точную конструкцию. Я строю демонстрационную линию. И откладываем это демонстрационное расстояние от вершины плеча. То есть падение доллара может произойти в район 15-20 рублей. Вот сюда. В случае, если будет пробита линия шеи. А может быть и ниже. Вплоть до уровней там, 5, 10, там, 3 рубля, 2 рубля и так далее. Это будет означать, что доллару к рублю наступает полная стабилизация. Фактически это будет означать, что штатам не удается регулярными экономическими методами переложить на Россию часть стоимости за их выход из кризиса, виновниками которого они же и являются. В этом случае стоит ждать либо эскалации конфликтов, либо капитуляции США в той или иной форме. Например, в форме замыкания в контуре AUKUS. Подчеркиваю, AUKUS – это распад мировой долларовой Бреттон-Вудской системы до пределов англосаксонского мира. Если этот сценарий ухода штатов в AUKUS будет реализовываться, то это полный аналог распада Британской колониальной империи и распада СССР до границы России. Но последствия и масштаб потрясения будут, конечно же, на порядок больше, особенно с учетом американских заблуждений по поводу их собственной всесильности и агрессивности и склонности к провоцированию конфликтов вокруг себя. Мы посмотрели наиболее вероятную динамику доллара к рублю в ближайшие 15-20 лет, но не единственную. В основном она получена методами, отличными от волн Фибоначчи. Волновой подход в данном случае не противоречил полученным результатам и выступал более простым демонстрационным языком для интерпретации результатов. Мы не рассматривали вариант растяжения пятой синей волны, то есть вот этой вот, туда вот, вверх. Это растяжение будет означать, что вместе с растяжением, вот этой вот синей волны, вот этой. Это растяжение будет означать, что вместе с растяжением пятой синей волны, вот этой вот, будет растягиваться и сама третья большая зеленая волна. То есть вот это вот будет уходить вверх. В этом случае новые проектировки вершины большой третьей зеленой волны, то есть вот этого места, будут определяться внутренними характеристиками пятой синей волны, то есть вот этого участка. С наибольшей вероятностью в этом варианте развития поддержка для минимума большой четвертой волны сместится только в уровень 80 рублей, то есть примерно вот сюда. То есть это будет нижняя граница последующего зигзага четвертой зеленой волны. А вероятность достижения поддержки в 50 рублей, вот сюда вот, резко снизится. Помимо рассмотренного нами выше сценария доллара к рублю, нами также получен и иной вариант прогноза динамики доллара к рублю. Он гораздо короче и жестче, и с точки зрения применявшихся нами методов не менее вероятен, чем тот вариант, который мы только что смотрели. Но для этого варианта чуть более натянута схема волн Эллиота. Поэтому я условно считаю его чуть-чуть менее вероятным, чем первый вариант. В терминах Эллиота различие заключается в иной возможности разметки участка доллара к рублю с 90-го года по 2022. Иная трактовка этого варианта заключается в том, что мы рассматриваем участок с 2008 года, вот этот вот, по 2009, не как первую маленькую синюю волну во внутренней третьей синей волне, вот в этой вот,
а как укороченную пятую волну в первой синей волне. То есть это пятая волна от этой, вот в этой вот первой волне. Тогда вершина первой волны, первой внутренней волны перенесется в 2009 год, вот сюда вот. Так вот поставим. При этом коррекция 2010-2011 год, вот это, становится второй внутренней синей волной. Вот так вот это становится. И тогда коррекция с 16 по 17 год, вот это, 16-17 год. Поскольку ее масштаб теперь сравним с масштабом новой второй синей волны, вот этой, становится четвертой внутренней синей волной. То есть происходит следующее. Четвертая волна внутренняя смещается вот сюда. А вершина 2016 года становится внутренней синей третьей волной. То есть происходит вот так. Сюда вот. Вместим ее. Ну а вершина 2022 года, соответственно, становится пятой синей волной. То есть вот таким вот образом. Сюда вот я поставлю пятерочку. Поскольку вся синяя последовательность волн при такой трактовке имеет завершенную пятиволновую структуру, раз, два, три, четыре, пять, мы имеем полную достроенную к 2022 году третью большую зеленую волну. Позже мы увидим, что в золоте к рублю именно такая трактовка является наиболее вероятной. То есть происходит вот так. Меняется разметка. Соответственно, вся картина справа тоже изменится. По большому счету, суть изменения в том, что четвертая и пятая синие волны, четвертая и пятая синие волны, у нас уже сформированы слева, вот здесь. И, соответственно, завершена третья большая зеленая волна, вот эта. И осталось сформировать только большую четвертую и пятую зеленые волны. При этом волна А, как первая часть зигзага в четвертой большой зеленой волне, либо уже сформирована, либо еще только формируется. То есть вот эта вот часть. Чуть позже мы это рассмотрим подробнее. С рисунком мы поступим просто. Зеленые элементы мы убираем, а синие перекрасим в зеленые. Сначала убираем все зеленые элементы. Так вот. Так. Вот так. И вот так. И перекрашиваем синие в зеленые. Вот это у нас будет зелененькая волна. Это тоже. Это тоже будет зелененькая. Ну и это, соответственно, будет у нас пожирнее возьмем и потемнее.
Поставим большую пятерочку вершины пятой волны вот сюда. То есть вот такая конструкция получится. Первая половина 2022 года, падение доллара, это наиболее вероятно внутренняя зеленая волна А. То есть это первая часть ожидаемого зигзага. Тогда пока предполагаем, что с июня 2022 года началась строиться и продолжает сейчас волна Б. Вот это. То есть мы перекрасим буковку в зеленый цвет. Соответственно, буковка Б тоже перекрасим в зеленый цвет. И после завершения волны Б начнет строиться волна С. Перекрашиваем. Поскольку мы ожидаем зигзага, мы низ волны С опустим ниже минимума волны А. Ну, пока такой зигзаг нарисуем. Соответственно, низ волны Б тоже опустим пониже. То есть минимум волны С. Уберем линии оценки окончания синей волны. Вот так вот. У большой зеленой волны эти линии изменятся. Мы сейчас посмотрим как. Уберем старые зеленые поддержки. Вот эти. Они сместятся в синие. Мы их перекрасим в зеленый цвет. То есть эти поддержки сместятся вот сюда. Так вот. И вот так. Также перекрасим эротический символ четвертой волны. Зеленый цвет. Вот так вот делаем это. Кстати, почему он такой именно ерзательно-эротический? Потому что четвертая волна самое сложное место для работы. Ерзание и эмоций дофига, а направленного движения и смысла в этом нет. Поэтому, если вы идентифицируете четвертую волну, то практически работать в ней можно только в масштабе на 2 порядка ниже. Мы ее сейчас, эту четвертую волну, видим в годах и кварталах. Поэтому работать с позицией на тенденциях в рамках этой коррекции можно только на тенденциях, идентифицируемых из масштабов не выше недельного или дневного. Поскольку положение завершения третьей большой зеленой волны, вот она, теперь она где находится, определено, мы можем оценить границы диапазона ее окончания по времени. Подчеркиваю, не точный день и месяц, а временной диапазон окончания. Иное в силу свойств самих рынков невозможно. И любой, кто, делая прогноз на срок, пытается впарить вам конкретную цифру и провести к ней прямую линию, либо сам ни хрена не понимает, либо пытается вас обмануть. Оценивать окончание четвертой волны мы будем, как и прежде, через расстояние
по времени между вершиной первой и третьей больших зеленых волн. Основной вариант вершины первой большой зеленой волны у нас в середине 80-х. Вот здесь вот. А вершина третьей зеленой большой волны в 22-м. Вот здесь. Расстояние между ними 35-37 лет. Расстояние между ними мы будем открывать в будущее одна второй большой волны. Вот отсюда. Я эту процедуру заранее уже проделал. Вот это вот эта пунктирная линия. Вот она. Переместим в ее конец зелененькую вертикальную линию. Это у нас конец большой четвертой зеленой волны. Обратите внимание, что она в районе 24 года. 24-25 год. То есть это совсем рядом. Таким образом, самый ранний вариант окончания большой четвертой зеленой волны во втором сценарии находится примерно в 24-25 году. Второй менее вероятный вариант – это когда мы предполагаем, что вершина большой первой зеленой волны находится где-то в начале 60-х годов. Вот здесь. Дальше мы проделываем ту же процедуру, откладываем до второй волны расстояние от вершины первой до третьей. Эту процедуру я тоже уже проделал. Это вот пункт, построенная точками зеленая линия. Переместим линию окончания четвертой большой зеленой волны в ее конец. То есть более дальний вариант находится где-то во второй половине 40-х годов. Это вариант окончания большой четвертой зеленой волны. Обратите внимание, что дальняя граница окончания большой четвертой зеленой волны, вот это вот место, примерно в 1,6-1,8 раза больше, чем вот это вот расстояние. То есть таким образом у нас учелся более длинный вариант окончания большой четвертой волны от варианта, когда у нас первая волна находится вот здесь. То есть напомню, что там мы откладываем либо расстояние равное единице до третьей волны, либо помножаем его примерно на 6. Увеличим картинку. Вот так примерно. Чтобы вписаться вот в этот маленький промежуток окончания четвертой волны, перестроим линии внутренних волн четвертой большой зеленой коррективной волны. Волна А у нас находится на месте, потому что она фактически уже сформирована в 2002 году. Вот так вот ее поставим. Пусть на месте пока остается. Волну Б перенесем. Примерно вот так она у нас будет. И переместим волну С. То есть примерно вот так у нас должна организоваться большая четвертая зеленая волна во втором сценарии. И перенесем эту волну. Вот примерно вот так. Но есть еще одно изменение. Поскольку большая четвертая зеленая волна в этом сценарии должна быть зигзагом, то волна должна быть как минимум масштаба волны А. Сейчас она у нас, видите, короче. Для этого она либо должна опуститься существенно ниже поддержки в 50 рублей. Вот этой вот.
Либо, чтобы быть масштаба волна, вот этой вот, волна С должна стартовать из более высокого максимума, который ниже максимума 22 года, примерно на расстоянии между минимумом 22 года и поддержкой, которая у нас находится в 45 рублях. То есть 50 минус 45 это примерно 5 рублей получается. Таким образом, в этом варианте зигзага максимум волны B в большой зеленой четвертой волне должен быть где-то на 5 рублей ниже максимума 22 года в 22 рубля. То есть он примерно должен быть примерно вот здесь. Вот так вот примерно. Подробнее мы с вариантом флага или глубокого зигзага в ближайшие несколько кварталов будем разбираться в следующем ролике, когда будем делать краткосрочный прогноз на пару лет. Но забегая вперед, скажу, что немного более вероятным является вариант с высоким закрытием волны B. То есть тот вариант, который мы сейчас построили. Расширение большой зеленой волны, то есть ее растяжение, наиболее вероятно, то есть поскольку она наиболее вероятно является зигзагом, то вариант ее растяжения – это не достройка еще каких-то дополнительных волн. Это вариант растяжения вот этого зигзага. Поэтому мы этот вариант растяжения изобразим просто как большой зигзаг. Вот примерно такими линиями. Вот так. И вот так в окончании. И схематично изобразим пятую волну. Как-то вот так вот. Тонкой линией ее покажем, чтобы сильно не зачернять рисунок. Красную линию пока оставим. То есть то, что будет происходить больше после формирования четвертой и пятой волн. Левый вариант, вот этот вот, это очень короткая четвертая волна до 24-25 года. Правый вариант – это растяжение четвертой большой зеленой волны до второй половины 40-х годов. Это крайние варианты. Реалии, которые реализуются на самом деле, будут находиться где-то между этими вариантами. Теперь разберемся с причинами того, почему у нас в крайнем левом варианте прогноза возможна такая короткая четвертая волна. И что это означает с точки зрения реалий экономики. По самому принципу построения прогноза минимальной продолжительности четвертой волны в рамках модели Риота это откладывание в будущее от минимума. Переместим немножко. Это откладывание в будущее от минимума второй волны расстояние между первой и третьими волнами. То есть по самому смыслу построения самая минимальная продолжительность прогноза длительности четвертой волны – это длина второй волны. То есть вот примерно вот этот вот отрезочек. Но этот вариант реализуется обычно редко. Как правило, четвертая волна растягивается и по времени больше второй. Поэтому весь корень решения этой загадки лежит в понимании того, почему такая короткая получилась вторая волна. Поэтому нам необходимо глянуть саму вторую волну 85-го
1987 годов, и причины, и экономические причины формирования в тех размерах, в которых она сформировалась. Переходим в этот период. Мы условились, что если мы учтем теневые сделки 80-х по 86-х годов, то у нас формируется классическая пятиволновая структура первой большой зеленой волны. Раз, два, три, четыре, пять. Вот полностью пятиволновая структура. Обратите внимание, что без мутной возни с финансами 70-х, 80-х, с начала 30-х годов по начало 60-х строилась обычная двухволновая коррекция вот этого. Раз, два. Коррекция жесткого усиления рубля к доллару в 24 году. Вот это усиление. Четвертое. Черная такая палка. Это усиление рубля в 24 году вследствие привязки рубля к золоту. И даже инвестиционно-управленческие ошибки Хрущева, вот здесь совершенные, не разрушали эту картину. Созданная Сталиным эффективная и оптимальная структура промышленности постепенно поглощала эту ошибку Хрущева в 60-х, 70-х. Вот усиление рубля идет. И в конце 60-х, начале 70-х СССР все равно начал одерживать верх в научно-техническом прогрессе, несмотря на разрушенный Хрущевым в 50-х годах контур трансфера технологий в гражданский сектор. И без тонко уловленного Западом запаха бабуинской жадности в части партийно-советской элиты, названной позднее демократией и либерализмом, у Запада ничего не получалось. Дальше все просто. Задуренному вождю стеклянные бусы в современной модификации зеленой бумажки, а джентльменам Манхэттен, сирич недра с нефтью и газом. Курс рубля в 80-х именно это и описывал. С конец 70-х, начало 80-х. Процессы 30-х, 70-х, то есть вот эти, это были масштабные инвестиционные процессы в реальной экономике, которые, несмотря на ошибки Хрущева, постепенно вели к победе через более высокие темпы роста производительности труда в СССР. А период с 84 по 89, то есть вот этот вот период, это был период целенаправленной подготовки к хищению золотовалютных резервов страны в пользу троцкистско-хрущевцев, самоназвавшихся позже либералами, и в пользу их забугорной крыши. Ключевой момент. Через высшую политическую власть Горбачева для этого использовалась финансовая система страны, Госбанк СССР. Содержанием этих процессов были не масштабные процессы в реальной экономике, а сговор нескольких жуликов по перенаправлению денежных потоков и переделу только прав собственности. Именно поэтому вторая большая зеленая волна и получилась такая маленькая. Вот она. Под ней нет процессов в реальной экономике. Для закулисного сговора времени много не нужно. Экономически 80-е годы это был этап, аналогичный накоплению первичного капитала, частью партийной номенклатуры. Но нас интересует сейчас не это. Важен тот факт, что маленькая продолжительность этого этапа определялась достаточностью и слаженностью ее элементов. Ну, скорее всего, можно назвать это бандитской группой. Либералы-компрадоры, внешние сеньоры и финансовая инфраструктура Госбанка СССР и его совзагранбанков. Формы этого процесса были перенаправление денежных потоков по политическим решениям, то есть по властным решениям. Для облегчения функционирования этой тройственной связки ЦБ в дальнейшем уже в РФ был выведен из структуры государственной власти. В дальнейшем, уже в постсоветской России,
Эта тройственная связка так и продолжала работать, усиливая и притормаживая отток капитала, генерируемого похищенной внутри страны собственностью. Изначально это был тот капитал, который направлялся на дотации республик СССР. Датируемые со стороны России были все республики, кроме Беларуси. Это не были дотации в песок или на прокорм. Это были инвестиции в будущее этих республик. Именно вследствие этих на протяжении десятилетий целенаправленных инвестиций некоторые, въехавшие в СССР на ишаках республики, выходили из него собственными академиями наук, авиационными заводами и разведанными месторождениями полезных ископаемых. Это не укор и не сожаление. Это культурно-экономический результат, который в сердцах людей останется навсегда. Ускорение оттока капитала возникали в моменты острой необходимости сеньоров в дополнительном капитале, а по большому счету при невозможности бороться с острыми приступами патологической жадности и страха. Эти ускорения оттока капитала, которые проявлялись как кризисы, вели к финансовому укреплению самой этой спайки компрадоров и либералов с сеньорами, фактически шайки, и разрушали власть и экономику страны, что вело к разрушению самой России. Эта тройственная связка компрадоров сработала в 91-м, в 92-м через путч. Вот примерно так это выглядело. Вот это вот 90-й год. Это подготовка к перевороту. Черт. А вот это 91-й год путча. Вот так вот все летело. Это 91 год. Это пошел 92-й. В 93-м эта спайка сработала. Сейчас 92-й кончится, начнется 93-й. Вот 93-й пошел. Эта спайка сработала через разгон парламента. То есть фактически это был государственный переворот. И дальше уже передвинемся. Вот это у нас начался 98-й год. Вот он. Это приватизация после разгона парламента. А это кризис 98-го года. Спайка сработала через организацию дефолта. Начиная с первой половины 2000-х, Путину удалось ограничить аппетиты этой машины и ввести ее в определенные рамки. Символом достижения ограничения ее аппетитов являлся арест Ходорковского и национализация ЮКОСа. После этого платежи нефтегазовых компаний в бюджет страны увеличились в 40-50 раз. Не на процентов, а в десятки раз. С начала 2000-х характер атак изменился. Если до этого компрадорский капитал и его сеньоры жили с властью душа в душу и задорно и с веселинкой действовали практически сообща, а стимулировать власть нужно было лишь почти символическим, недорогим волшебным пенделем, то с начала 2000-х характер взаимодействия изменился. Началось противоборство власти и сеньорско-компрадорской властной группировки внутри нее. А это именно властная группировка в терминологии Михаила Хазина, поскольку с середины 80-х она глубоко проникла во властные структуры. В 2008-м для инициирования ускорения оттока капитала им пришлось организовать угрозу внешнего военного вторжения на фоне разгорающегося мирового экономического кризиса. Но внутренний кризис был достаточно быстро купирован и не разросся в экономическую и социально-экономическую катастрофу по типу 1991 года. А цель была именно такой, поскольку это уже начался этап борьбы с властью и за власть. После мюнхенской речи Путина в 2007 статус-кво договоренности с компрадорами был ими нарушен через атаку на экономику России в 2008. В 2014 хозяевам компрадоров пришлось пойти дальше, организовать угрозу военной экспансии через госпереворот на Украине. К прямому полноценному военному столкновению с Западом Россия тогда была не готова совсем. Но угрозу наращивания военной экспансии удалось
притормозить возвратом Крыма, экспансией в Сирию и заморозкой конфликта на Донбассе. Таким образом, процесс падения рубля к доллару – это в основном отражение одного крупного процесса – оттока из страны капитала, генерируемого скомпродоренной международными сеньорами народной собственностью. Как в 2008, так и в 2014 желание нарастить отток капитала сталкивалось с противодействием власти. Путину все-таки удалось стабилизировать размер оттока капитала и ввести его в определенные рамки. Но вы же понимаете, что жадность – это животно-бабуинская прорва, не понимающая ни рамок, ни границ. Эти оппоненты не успокоятся никогда. Вы зададитесь вопросом, кто вообще такие эти сеньоры и компрадоры внутри страны, что с ними нужно считаться и достигать компромисса. Мы в конспирологию фамилии лезть не будем, это дело следствия. Мы оценим финансово-экономический масштаб этого процесса, а значит и его социально-экономическую мощь. Колебания ежегодного только легального оттока капитала из России оценивается в пределах 150-250 миллиардов долларов. Если оценивать этот поток поставки доходности капитала в 3%, то этот ежегодный поток эквивалентен работе капитала примерно в 3-7,5 триллионов долларов. Много это или мало? На самом деле это дохрена. Но насколько дохрена? ВВП нашей страны около 1,5 триллионов долларов. Бюджет в пределах 350-380 миллиардов. То есть ежегодный отток капитала 150-250 миллиардов – это 7-15% ВВП и 30-70% бюджета России. То есть по своему порядку этот отток сопоставим с бюджетом страны или с тем ресурсом, которым и распоряжается власть. Мы не лезем в то, что часть этого вывода и осуществляется за счет бюджета, это опять же дело следствия. Мы разбираемся с масштабом и сутью борьбы. Реальные собственники этого процесса или по-новомодному стейкхолдеры – транснациональные корпорации и их реальные собственники. Предназначение стейкхолдерства таково и есть – воровать, не неся ни за что ответственности. Стейкхолдеры оттока капитала из России и наших олигархов – международная финансово-экономическая олигархическая элита, обладающая совокупными ресурсами, многократно превосходящими все оперативные экономические ресурсы России. Поэтому очевидно, что как минимум считаться с ней приходится очень серьезно и очень аргументировать свою позицию. Поэтому своим достойную работу детский капитал и Крымский мост. А стейкхолдеров Гиперзвук, Сарматы, Посейдон и Могила, Мариуполь и Солидария. Прежде чем вернуться к доллару, отметим, что простое изменение оттока капитала на хотя бы тупое вложение его в строительство недвижимости, как это делает Китай, сразу добавит к росту ВВП 10-15% в год. Это только очень простое, по сути, но отнюдь не по исполнению решения. Именно за этот среднесрочный результат сейчас идет СВО. Цена вопроса 150-250 миллиардов долларов в год в российскую экономику и 10-15% дополнительного экономического роста. Но это только среднесрочная причина. Разворот этих потоков обратно в Россию – это возможность ускорения реализации долгосрочной стратегии России по выходу из глобального экономического кризиса и вывода из него всего остального мира. Ее спокойно и без лишней болтовни реализует наш президент. Это глобальная долгосрочная цена СВО и нашего противостояния с Западом. Если Россия начнет показывать миру путь выхода из мирового экономического кризиса, то это вопрос жизни и смерти для большинства действующих мировых финансовых элит. Возвращаемся ко второму сценарию поведения доллара. Левый вариант очень короткой четвертой большой зеленой волны, вот этот вариант, это отображение короткой и почти фальшивой второй большой зеленой волны 85-89 годов. Вот этот участочек. Фальшивая вторая волна, как мы ее называем. Глубокое развитие большой четвертой зеленой волны, вот, допустим, сюда куда-нибудь даже, если реализуется, будет отражением процессов, которые можно было бы назвать контрприватизацией. В идеале это не национализация без разбору,
а эволюционная смена там, где это необходимо, эффективных собственников, жадности и воровства на полезных нашему обществу собственников. Политика и управление экономикой не наша цель. Но все это нас интересует в чисто прикладных целях управления собственным капиталом. Поэтому нас эти вопросы интересуют только с точки зрения возможности их влияния на сценарии конкретной динамики доллара, которую мы сейчас рассматриваем. Если среднесрочный сценарий будет развиваться как суперкороткий по времени зигзаг четвертой зеленой волны в 2-3 года, то есть вот по этому сценарию 1, 2, 3, то это будет соответствовать тому, что процессы смены компрадорских собственников будут носить характер быстрых политических решений по типу ЮКОСа. Параллельно с этим будет идти, мягко говоря, не эволюционная выбраковка эффективных менеджеров в госуправлении от служителей общества. Именно так госслужба при этом сценарии доллара быстро, почти революционным путем будет возвращаться к служению обществу, а не преимущественно олигархату и себе любимым. То есть к тому типу госслужбы, как это было при Иване Грозном и при Сталине. Растяжение этой большой четвертой зеленой волны на 10 и больше лет, то есть вот в эту сторону, вот сюда вот куда-нибудь, будет означать, что этот процесс будет носить эволюционный характер. Это более приемлемый вариант. Верховный тоже многократно об этом говорил. Поскольку он пытается запустить внутренние объективные процессы в обществе, способные на десятилетия поддержать и придать целевое социально-экономическое направление, формирующееся сейчас в России техноэкономической и технологической мировой революции. Здесь мы не будем разбирать то, какая динамика хуже, а какая лучше с точки зрения политики и управления государством. Это пока не наш предмет. Отмечу лишь, что контрсценарий глубокому зигзагу четвертой зеленой большой волны – это ее развитие по сценарию флага, то есть, ну, вот примерно как сейчас вот здесь нарисовано. И закрепление доллара как минимум на пару лет выше 125 рублей в пятой волне. То есть, ну, где-то вот здесь закрепление. Именно это закрепление, если оно произойдет, будет означать, что начинает расти вероятность дальнейшего сильного падения рубля. Это будет означать, что начинает преобладать сценарий усиления компрадорской направленности экономики, то есть сценарий ухудшения экономических перспектив и суверенитета России. Этот критерий работает и для первого рассмотренного нами ранее сценария. Сейчас на экране график и схема первого сценария из публикации графиков к этим двум роликам в Дзене. Ссылка на эту публикацию под этим роликом в его описании. В этом сценарии критерий сценария роста доллара может реализоваться при формировании пятой синей волны, вот здесь. И, соответственно, он будет трактоваться как растяжение третьей волны через растяжение пятой. Либо этот критерий может реализоваться позже, как растяжение пятой волны. Вот этой. Пятой большой зеленой волны. Если этот критерий растяжения не реализуется достаточно сильно в первом сценарии, который мы сейчас смотрим, то мы получим очень масштабную длину в несколько десятков лет либо голову-плечи, раз плечо, голова, два плечо, либо три последовательные вершины. Раз вершина, два вершина, три вершины. Восходящие из очень широкого коридора, вот этого. И та и другая конструкция очень сильный сигнал разворота вниз. При такой конфигурации обычно формируются еще и очень сильные сигналы к развороту вниз в индикаторах технического анализа. В случае пробоя вниз этой фигуры, то есть вот этого диапазона, падение может произойти очень глубоко, вплоть до значений первой большой зеленой волны, то есть вот сюда. А это доли копейки. Схематично это показано вот этой красной линией. Вот она на схемке. Сейчас это выглядит как голая, чистая теоретическая абстракция, которая может будет, а может не будет, хрен через знает сколько лет. Но, тем не менее, она имеет для нас непосредственный практический интерес.
Потому что альтернативный второй сценарий – это сжатие первого сценария вплоть до нескольких лет. Через сжатие большой третьей волны, вот этой, посредством переноса синих волн до 22 года, вот сюда. Третья волна заканчивается вот здесь тогда. Но все принципиальные свойства самих больших зеленых третьей и четвертой волн и пятой волны, и то, что должно происходить после них, эти свойства сохраняются. И в случае реализации второго сценария, то есть сжатия большой третьей и четвертой зеленых волн, все, что мы сейчас обсуждали, то есть вот это падение, может реализоваться, но в более ускоренном темпе. Одну техническую причину возможного сжатия большой зеленой волны мы уже обсудили. Это маленький размер большой зеленой волны в конце 80-х, который явился следствием жуликоватости причин перестройки коррекции доллара 30-х-50-х в первую волну за счет финансовой возни и договорников конца 70-х-70-х годов, которые мы обсуждали ранее. Ну, есть и вторая причина, которая заключается в том, что с наибольшей вероятностью соотношением Эллиота и правилам классического технического анализа подчиняются не сами ценовые показатели, а площади под волнами или фигурами технического анализа. Дальше я в этот вопрос углубляться не буду, он достаточно непростой. Возвращаемся ко второму сценарию. Смотрим второй сценарий. Исходя из наших предыдущих оценок, наиболее вероятный вариант развития сжатой или растянутой четвертой большой зеленой волны по второму сценарию, который сейчас на экране, это зигзаг. Он может реализоваться как флаг, который сейчас схематично показан на экране. То есть либо вот так, либо вот так. Или как глубокий зигзаг. Глубокий зигзаг будет реализован, если существенно будет пробит вниз уровень 50 рублей, а потом 45. И в обоих случаях может реализоваться растяжение четвертой зеленой волны до середины конца 40-х. То есть вот куда-то вот сюда вот. Она может растянуться. То есть не обязательно вот в это вот место, а вот в этом диапазоне может оказаться минимум четвертой волны. Сейчас на графике это показано на варианте флага, а не варианте зигзага. Наиболее вероятная зона консолидации, то есть очень сильная поддержка для минимум большой четвертой зеленой волны, находится, как помечено на рисунке двумя зелеными линиями, в области 45-48 рублей за доллар. То есть наиболее вероятный сценарий формирования большой зеленой четвертой волны – это все-таки флаг. Но тем не менее, те показатели, которые реализованы долларом с 2010 по 2022 год, вот по настоящее время, говорят о том, что вероятность глубокого зигзага достаточно существенна. Она будет уточняться тем, с какими показателями и на каком уровне будет происходить разворот доллара вниз после начала его коррекции с середины 2022 года. А также то, с какими параметрами он будет в этом развороте, опускаться в область нижней трети 2022 года. Более подробно этот вопрос мы с вами будем разбирать в следующей теме через один ролик, где будем делать прогноз на ближайшие 1,5-2 года. Но тем не менее, если вариант глубокого зигзага будет реализовываться, то первым его признаком будет существенный проход доллара ниже уровня 45 рублей. Сценарий глубокого зигзага – это экстраординарный сценарий. Его экстраординарность, не беря там политику, экономику, а чисто курсовые экзерсизы, в том, что даже если доллар опустится до уровня максимума первой большой зеленой волны, то есть вот до сюда,
вот до этой области. А это на минуточку уровень 0,1 копейки. То даже в этом случае, во втором сценарии, мы все равно будем находиться в условиях существования четвертой большой зеленой волны. И, соответственно, правилах ее реализации. И вправе будем ожидать формирования даже от этих уровней, то есть вот отсюда, вот из этого места. Формирование большой пятой зеленой волны, то есть вот в эту вот область, то есть вот такое движение там, почти до нуля и обратно будет сохранять вероятность. Фактически это может происходить из любого места глубокого зигзага. В случае, если он надолго и глубоко не залез в область первой волны. Реальное же место остановки этого зигзага будет возможно прогнозировать только после формирования максимума волны B, вот этого места, то есть того места, где оно будет сформировано, и после пробоя уровня 50 и 45, если этот пробой будет происходить. И при соблюдении определенных условий, которые мы будем обсуждать в следующем ролике. Чем ниже поднимется вершина волны B, то есть чем ниже будет сформирована вот эта вот вершина, вот она волна B, если после этого произойдет вниз пробой уровня 50 и 45, тем выше вероятность того, что будет формироваться глубокий зигзаг. Все сказанное сейчас о возможности глубокого зигзага в полной мере относится и к ситуации растяжения большой четвертой волны. То есть не обязательно это произойдет вот только вот в этом коротком варианте, но и в том случае, если третья волна будет, четвертая волна будет растягиваться. Вот таким вот образом, все, что мы сейчас говорили про короткую, может быть реализовано и на растянутом варианте. Растяжение третьей большой зеленой волны, вот этот вариант реализации, во втором сценарии занимает промежуточное положение между коротким и растянутым вариантами первого сценария. Но он отличается от последних тем, что в нем не происходит пробоя максимума, или почти не происходит пробоя максимума 2022 года. Это примерно 122-125 рублей. Вне зависимости от того, где произойдет завершение зигзага четвертой большой зеленой волны второго сценария, в ее укороченном или растянутом вариантах где-то вот здесь, так же, как и в первом сценарии, начнет формироваться пятая большая зеленая волна. Вот это схематичный вариант для короткой четвертой волны. Вот этот вот вариант. А это для растянутой. То есть вот она, пятая волна. У пятой волны два параметра. Длительность по времени, вот он, и размер по цене. Вот так вот. Длительность по времени наименее поддающийся прогнозированию параметр. Прогнозирование по цене лучше соответствует соотношению Фибоначчи ровных или Лиотта. Причина этого в том, что на самом деле лучше всего соотношение Фибоначчи соответствует не отдельно время и цена, а их произведение, то есть площади под волнами. Вот эти вот элементы до самого низа. Поэтому если третья волна сильно растягивается по цене по отношению к первой, как в нашем случае, третьей большой зеленой волны, то есть вот все вот это вот там до самой первой, то автоматически при сохранении ценовых пропорций Фибоначчи в четвертой и пятой волнах растет вероятность их сжатия по времени. Классический геометрический анализ фигур в силу своей методологии частично этот факт учитывает. В нелинейной динамике этот феномен известен как удвоение частоты перед срывом стационарного режима. Можно где-нибудь плясануть этой фразой. У меня на графике пятые большие зеленые волны для короткого растянутого вариантов. То есть вот этот вот вариант пятой волны и вот этот вариант пятой волны. Схематично изображены продолжительностью 8-10 лет. Но это очень-очень условно. С более высокой вероятностью максимум пятой большой зеленой волны при любом варианте реализации большой четвертой, то есть либо такой плоской, либо зигзага,
будет давать проектировка Фибоначчи вершины пятой волны и анализ ее внутренней структуры в меньшем масштабе, месячном, недельном, дневном, на предмет получения условий достижения ее максимума и разворота. Этот анализ может делаться любым способом: классическими фигурами и паттернами, индикаторами технического анализа или другими способами. Для закрепления техники использования соотношений Фибоначчи и рискуя вызвать неудовольствие продвинутых зрителей, я все же повторю схему рассуждений проектирования максимума пятой волны. Я буду это делать для варианта сжатой третьей волны большой зеленой волны. Техника построения для ее растянутого варианта будет та же самая. Вот он, растянутый вариант четвертой волны. Сейчас у нас показан наиболее вероятный и наиболее классический вариант формирования и окончания четвертой и пятой больших зеленых волн с точки зрения их цен, то есть ценового диапазона. И для этого варианта, как мы ранее отмечали, проектировка Фибоначчи уже практически построена. Ну вот она. Вот она, эта проектировочка. Вот ее основание. 0%. Вот уровень 61%. Так, сейчас передвину. Вот это 0, вот это 61%. Вот примерное окончание. Наиболее вероятная зона окончания пятой волны. Я немного изменю четвертую большую зеленую волну в предположении, что волна B поднялась не так высоко, не вот в это вот место, а примерно до 90 рублей. Вот примерно вот так. И далее волна С опустилась из этого максимума. Я сейчас так вот побольше возьму масштаб, чтобы было получше видно. И далее волна С опустилась из максимума волны Б на те же самые 100%, примерно 100% размеры волны А. То есть примерно в область 20 рублей. Вот сюда вот. Кстати, курс доллара по паритету покупательной способности где-то находится в диапазоне 25-30 рублей. Вот примерно в этом месте. Далее опустим начало большой зеленой волны 5. В конец большой зеленой волны 4. Вот сюда вот. Сожмем немножко. А то не видно. Ну пусть он пока будет в этом месте. Оставим пока. Осталось найти проектировку конца большой пятой волны. То есть вот эту ценовую проектировку. Для этого нам нужно взять расстояние от дна первой большой зеленой волны. Вот отсюда. А это почти 0 на нашем графике. И отложить от него расстояние, то есть от дна первой волны до максимума третьей. Вот оно, это расстояние. Напомню, что третья волна во втором сценарии у нас уже точно сформирована в нашем втором сценарии, в отличие от первого. Там у нас максимум третьей волны был проектируемой величиной. И далее мы откладываем это расстояние от минимума четвертой большой зеленой волны, которую мы только что построили, вверх. Вот сюда вот переносим. Сдвинем график. Чуть переопустим.
Пятая волна в 80-85% случаев сформируется в диапазоне 61-100%. То есть примерно вот в этой области, между 100 и 61%. Мы ее перенесем примерно в область максимума. То есть примерно вот так это будет выглядеть. Подчеркиваю, что это проектировка схемы сценария и алгоритм построения прогноза наиболее вероятной зоны окончания пятой волны, а не точный прогноз до часа и копейки. Напомню, я повторил алгоритм проектировки, который мы делали в первом сценарии. Для варианта растяжения третьей большой зеленой волны по времени, то есть вот для вот этого варианта, то есть если она вот так сформируется, четвертая большая зеленая волна, если он будет реализован. Схема действий для прогноза зоны завершения большой пятой зеленой волны будет точно так. Обращаю ваше внимание, что в самом минимальном варианте сжатия большой третьей зеленой волны, так как это отображено сейчас, ее минимум может сформироваться в районе 24 года. Вот здесь. И пятая волна сейчас изображена продолжительностью примерно 5-7 лет. Но с учетом замечания о площади волн, о котором я говорил выше, она может сжаться до нескольких лет или месяцев, как это происходило в завершающей фазе пятой синей волны 22 года. Вот здесь. То есть она сжалась буквально до нескольких месяцев. То есть конечная фаза пятой синей волны. Мы поэтому на всякий случай вот так вот ее чуть-чуть еще сдвинем, чтобы показать возможную вариативность сжатия. То есть пусть она будет вот здесь. После того, как будет построена пятая большая зеленая волна, так же, как и в первом сценарии, сформируется очень сильная и масштабная разворотная фигура вниз, в зависимости от того, где сформируется вершина волны B. И большой пятой зеленой волны, вот этой, это будет или тройная вершина, или голова плечи, вот голова, вот одно плечо, вот второе. Или двойная вершина, вот так, как это сейчас изображено. Но у всех этих сценариев разворота, так же как и в первом сценарии, одно общее свойство. Если будет пробито дно этих фигур, то есть условно, вот это место, если здесь будет минимум, или выше, если он будет сформирован там, то технически будет открыт сценарий падения доллара до рублей и копеек. То есть вот в это место фактически будет падение, теоретически будет разрешено падение. Чтобы символьно обозначить эту теоретическую возможность, перенесем красную вертикальную линию в вершину построенной пятой большой зеленой волны. Так вот, берем ее, эту линию, и для сжатого варианта вот сюда вот ее перенесем, поставим. И на всякий случай, чтобы постепенно разрушать стереотипы, но ни в коем случае не формировать завышенных ожиданий, продлим эту красную линию в область нескольких рублей и копеек. Примерно вот сюда, на всякий случай. Еще раз повторяю, это не прогноз, это схема с целью разрушения стереотипов. Вот так вот подувеличим. Приподнимем вверх чуть-чуть. Итак, мы с вами писали два сценария развития событий доллара к рублю на ближайшие 20-25 лет. У каждого из этих сценариев есть как минимум по два варианта развития. Условно укороченный, вот у второго сценария мы сейчас смотрели, второй растянутый. У первого сценария то же самое. Суть этих сценариев – коррекция девальвации рубля последних 30 лет. То есть коррекция вот этой девальвации 30-летней рубля. Основной причиной этой девальвации является присвоение и вывоз со страны компрадорской частью элиты прибыли от захваченной в начале 90-х годов собственности. У этого оттока капитала есть два главных канала. Коммерческий, посредством вывоза и сокрытия от налогообложения части прибыли через экспорт. И вывоз легальной прибыли компании.
Второй канал – политика формирования резервов Центральным банком в иностранных валютах и активах. Этот процесс и оба канала не являются результатом воли или злого умысла конкретных людей. Они – результат договоренностей, достигнутых между компрадорской частью элиты России и наднациональными элитами в конце 80-х, начале 90-х. Все 90-е аппетиты Запада только росли. В начале 2000-х эти аппетиты были усилены началом развития глобального экономического кризиса, имеющего фундаментальные причины, неосознаваемые западными экономистами и элитой. Но Путин в первой половине 2000-х ограничил этот отток и вел его в определенные рамки. Попытка агрессии Запада через Грузию, совпавшая с первой волной глобального кризиса, была его первой реакцией на эти ограничения. По мере развития глобального экономического кризиса ограничения на отток капитала, наложенные Путиным, входили во все большее противоречие с растущей потребностью Запада в капитале. Ко второй половине десятых годов это противоречие достигло критических масштабов и привело к нарастанию агрессии Запада. Она выразилась в госперевороте на Украине и формировании из нее орудий для борьбы с Россией. Процесс вывоза капитала является одной из основных причин инфляции и замедления развития экономики России. Об этом же заявил и наш президент в конце 2022 года, объявив экспортеров капитала в западные потребительские и низкодоходные неэффективные активы врагами России и нашего народа. Хочу обратить ваше внимание, что это вторая часть фразы. Первая прозвучала годом ранее, когда Путин сказал, что капитализм в его нынешнем изводе изжил себя. А это означает, что закрыты все стратегии встраивания в изживающую себя систему. И, соответственно, нет необходимости хранения там активов хоть нашими, хоть западными инвесторами. Но если они будут пытаться играть по правилам изживающей системы, то не будет надобности и в них самих. Путин – человек, который никогда ничего просто так не говорит, даже если он молчит. По большому счету, реализация того или иного сценария развития коррективного движения доллара к рублю в ближайшие 20-25 лет и их вариаций – это отражение отнюдь заранее непредрешенных процессов и результатов борьбы за остановку оттока и возврат капитала. Размер этих потоков 100-250 миллиардов долларов в год. Остановка этого оттока и возврат капиталов, несмотря на колоссальный размер цифр, это только среднесрочная экономическая причина конфликта Запада с Россией. Одна из форм этого конфликта, подчеркиваю, это только лишь одна из форм этого достаточно длительного конфликта, который завтра не кончится и послезавтра тоже. Так вот, одна из форм этого конфликта – это наше СВО на Украине. Но более глубокая стратегическая причина конфликта – это отсутствие у Запада понимания техноэкономических причин глобального экономического кризиса и, соответственно, адекватных способов выхода из него. И наличие у России этого понимания. Оно выражается в реализации нашим президентом техноэкономической стратегии по выходу России из глобального экономического кризиса и вывод из этого кризиса тысячелетия всего остального мира. Спасать весь мир – привычное и понятное для России в последнюю 1000 лет дело. Ради меньших масштабов даже как-то неловко из печи слазить. Сокращение и прекращение оттока капитала из страны – ресурс ускорения реализации техноэкономической стратегии России. Описаны нами два основных сценария динамики доллара в ближайшие 20-25 лет и их вариации. В первую очередь отражение борьбы за размер и динамику вывоза капитала из России. Они – сценарий формирования большого коридора, вот этого, в ближайшие годы или десятилетия. Или коррекция, если на техническом языке. Технически это приостановка девальвации вот этой 90-х, нулевых, 50-х годов. Она назревала со второй половины 2000-х, вот отсюда, и во второй половине 10-х годов. Описанные сценарии – это то, какую форму приобретет вот эта большая коррекция.
Выход из этой большой коррекции – это то, чья стратегия выхода из глобального экономического кризиса победит. Если выход будет сильно вверх, куда-нибудь вот сюда, вот там и дальше, по типу начала 90-х годов, то побеждает стратегия Запада, то есть стратегия консервации проблем мировой экономики и усиления перераспределения благ в пользу Запада. Если из этой большой коррекции, то есть вот из этой области, будет сильный выход вниз, то значит побеждает стратегия России. Стратегия смены техноэнергетической парадигмы как минимум в России и присоединившихся к ней странах. И создание условий для перехода в новую техноэкономическую эпоху. Чисто технически вероятность этого варианта, то есть варианта выхода из большой коррекции доллара вниз, то есть вот сюда вот, сейчас существенно выше, чем выход вверх. Общая часть для всех рассматриваемых сценариев – резкое усиление рубля в первой половине 2023 года. То есть это вот эта вот палка, движение со 120 в район 50 рублей. Основной причиной этого быстрого усиления рубля было резкое ограничение вывоза капитала из страны. Дальнейшее развитие этой динамики – развитие первого или второго сценария, которые мы разбирали. Они отличаются по длительности формирования большой коррекции и по амплитуде движения внутри нее. То есть они разграничивают сценарий формирования большой коррекции. Растянутый вариант этого сценария, как и первый сценарий, в коротком или длинном варианте, мы сейчас перешли именно к первому сценарию, отражают более эволюционный и менее острый вариант противостояния России и Запада. В нем Россия за счет наличия реализующейся техноэнергетической стратегии выхода из глобального кризиса выигрывает практически наверняка. Конечно, если не будут допущены ошибки по типу Горбачевщины или Ельцовщина. Запад это понимает, поэтому в надежде инициировать эти варианты пошел на обострение в 2014 году, вот здесь. И еще более усилил эскалацию конфликта на Украине в 2021-2022 годах. Вот эта эскалация. Через подготовку агрессии киевских нацистов в Донбасс и далее в Крым и материковую Россию. Переходим обратно ко второму сценарию. В динамике доллара эта эскалация Западом конфликта с нами в 2021 и 2022 годах, вот здесь, отразилась в резком растяжении пятой синей волны в конце 22-го, начале 21 года и создание угрозы в России событий по типу начала 90-х или февраля 1917 года. И реализация этих сценариев привела бы к дальнейшему срыву рубля в штопор девальвации в районе 150, 200, 250 и так далее. О чем вслух мечтал старичок Байден. Россия ответила спецоперацией и резким ограничением оттока капитала в первой половине 2022 года. Вот здесь. В динамике доллара это отразилось началом формирования синих волн вариантов первого сценария или большой четвертой зеленой волны второго сценария. Вариант сжатия и максимально коротких четвертой и пятой больших зеленых волн, то есть тот, который отображен сейчас, соответствует наращиванию эскалации в конфликте с Западом, которую навязывает Россия Запад. Естественно, что цель эскалации Западом конфликта – попытка обострения в России внутренней ситуации к выборам 2024 года. То есть вот примерно вот сюда. Россия больше заинтересована в переводе всех аспектов конфликта с Западом, в том числе и военного, в эволюционное русло по типу растяжения. То есть вот примерно вот так. Туда, где у нее стратегическое преимущество. Россия не стремится к быстрому реформированию компрадорской части своей экономической системы и быстрого решения вопроса с оттоком капитала, поскольку это чревато крайностями и перегибами. Президент это отлично понимает. Поэтому даже если
на начальном этапе все-таки будет развиваться вариант сжатия большой четвертой зеленой волны, то есть вот сюда вот примерно, Россия заинтересована в его переводе в растянутый вариант, то есть вот примерно вот сюда. То есть в переводе конфликта с Западом в эволюционную форму. Таким образом, одним из отражений динамики развития конфликта Запада с Россией будет реализация одного из разобранных нами сценариев или вариантов их растяжения. Они не единственный способ отражения этого конфликта. Товарные, фондовые и другие валютные рынки будут отображать иные грани конфликта Запада с Россией и различные углы зрения на него. Для любителей рисануться модным крутым научным термином, это многообразие отображений конфликта России и Запада можно назвать его различными сечениями Пуанкаре, но не путать с вразумляющими пинками Сечина. Кстати, родился еще один тщательно заготовленный экспромт. Если к слову «Запад» прибавить суффикс «ло», то получится очень знаковая по смыслу конструкция. Запад-ло, наверное, являющаяся сокращением от формы Запад-зло. Первый и второй сценарий развития динамики доллара и их варианты существенно отличаются по длительности, амплитуде и профилю развития всей большой коррекции, то есть всего вот этого большого коридора. Их рисунок влияет на вероятности направлений выхода доллара из большого коридора вверх или из большого коридора вниз, вот сюда. Конечно же, в первую очередь нас интересует конкретный критерий реализации первого или второго сценария динамики доллара. Это ключевой вопрос для практики, то есть для реального управления капиталами и стратегии развития бизнеса. Поскольку ролик уже и так достаточно сильно затянулся и, скорее всего, слегка подгрузил вас, критерии разделения динамики доллара по первому или по второму сценарию и акценты на их различиях при развитии этих сценариев мы разберем в третьей, последней части прогноза доллара на ближайшие 15-20 лет. А потом мы перейдем к прогнозу на ближайшие пару лет. На этом разрешите попрощаться с вами, пожелать вам светлого, ясного взгляда на события вокруг и неизменного везения во всем. И до встречи в следующем ролике, друзья.